Всем привет! Вы на разборе персонажа от канала Bleach Insight. В голосовании за следующего перса с большим отрывом лидирует Нелл. И это неудивительно. Кто бы не хотел узнать все об этой имбе. И в этом ролике вы узнаете, какие души ей одеть, в каких ситуациях, о ее преимуществах, куда тратить эссенции, немного о ее пробуждении и не только. Но перед началом хочу поблагодарить двух людей, которые задонатили 300 и 200 рублей на микрофон, но также тех, кто пользуется моими услугами, получает скидку и тем самым поддерживает канал. Спасибо вам всем за поддержку и за то, что участвуете в развитии канала. Ну а теперь давайте перейдем к разбору Нелл. По традиции, начнем с обзора ее скиллсета. Рейтинг урона от комбо навыка целых 178%, а это на 18% больше, чем у большинства юр персонажей. При этом комбо-навык игнорирует 50% защиты цели атаки. Считайте встроенная смышленая душа. И это является большим преимуществом башни на высоких этажах. И вот вам наглядный пример в разнице урона от комбо Нелл и от комбо Ямамото, у которого нет игнорирования защиты в навыке. Помимо этого, комбо наносит доп. Урон от 30% атаки Нелл за каждый ярус кровотечения и исцеляет назначение доп. Урона. Получается, если вы атакуете цель с 3 ярусами кровотечения, то нанесете еще 90% доп. Урона. И чем больше будет ярусов, тем больше будет доп. Урон. Разработчики не забыли про контроль и наделили ее комбо оглушением. 15% на шанс срабатывания. Ну а теперь перейдем к ее ультиме. Ее ульта наносит урон по всем целям, рейтинг атаки 148% без пробуждения и 178% с ним. При этом, по главной цели, которую вы выбрали, Нелл нанесет еще 120% урона и оглушит эту цель с 50% шансом при пробуждении и 40% шансом без пробуждения оружия. В сумме урон по этой цели составит 300%. Неплохо, да? У Нелл много эффектов в ульте, поэтому давайте перейдем дальше. Если цель атаки только одна, то Нелл нанесет еще один доп. Урон, эквивалентный 20% от ее жизни. Допустим, если у Нелл 1 миллион здоровья, то она нанесет еще 200 тысяч. Это очень эффективно против босса в битвах 1 на 1. И последний эффект от ее ульты – это накладывание кровотечения на все цели атаки. 1 ярус без пробуждения и 2 яруса после пробуждения оружия. Помимо этого, пробуждение дает возможность активировать все кровотечения, которые вступят сразу же в действие и нанесут урон от всех кровотоков, даже тех, которые наложили союзные персонажи. После пробуждения ее урон возрастает в 2 раза, это однозначно лучшее пробуждение оружия, поэтому обязательно пробуждайте ее, и вы точно ни на секунду не пожалеете об этом. Ну а теперь перейдем к пассивному навыку. В начале боя пассивка Нелл накладывает 1 ярус кровотока на врагов. Пассивка очень хорошо синергирует с Рахарой и пассивным навыком Гина. За каждую союзную птицу Нелл получает 10% к точности эффекта. Этот бонус складывается до 3 раз. Выходит, и без того высокие шансы контроля мы можем поднять еще выше за счет добавления птиц в формацию. К примеру, это могут быть Шин или Старк, которые создают очень мощный тандем с Нелл. Ну и последний эффект от ее пассивки. После использования ультимы повышается коэффициент урона всех союзников на целых 18%. И прибавляется еще 48% антиурона для союзника с наименьшей жизнью. Разработчики, видимо, большие фанаты этого персонажа, раз наделили ее топовым уроном, контролем и тонной полезных бафов для команды. По-другому не могу объяснить обилие этого дисбаланса. По сравнению с ней, большинство юр персонажей смахивают на каких-то низкоранговых NPC. По скиллсету прошлись, теперь давайте поговорим о душах. Если вы используете Нелл через саб-слот или продолжительном бою в режиме 6 на 6, то обязательно одевайте ей кровавую душу. Ну а в слот наследия для продолжительного боя идеально подойдет душа Джушера. Альтернативой может выступить душа Ореха, Амаэды или любая другая на атаку. Если же бой рассчитан на 1-2 ульты, то хорошо подойдет Асура. С помощью этой души и Лилинет Нелл сможет ультануть в первом же раунде, при условии, что у нее самая высокая атака в этом строю. Плюс быстрее восстановить ярость на вторую ультиму, если, конечно, противник остается после такого жив. Также для быстрого боя идеально подойдет разрушающая душа, а альтернатива критическая, но она будет менее эффективной, потому что коэффициент урона увеличит урон от кровотока, а мощь крита нет. Но в слот наследия обязательно душу Амаэды, если она занята, то душу Урю или любую другую на атаку. На босса я ставлю комбинацию из любой души на крит и Джушера для быстрого восстановления гнева. Теперь давайте разберемся с прокачкой эссенциями и пробуждением эквипа. Оружие стоит минимально прокачать на красные звезды, в идеале это 4-5 звезд в радуге.
Остальное Кви пробудить до фиол качества. В идеале, конечно же, до рыжего, но она однозначно стоит того. Что касается эссенции в остальном Эквипе, оптимальным вариантом будет прокачка по мере необходимости пробуждения. Этого вполне будет достаточно. Теперь давайте оценю ее силу в разных режимах по 6-бальной шкале, как это было на разборе с Ямамото. 6 баллов в битве 1 на 1 – это однозначно один из самых мощных персонажей в этом режиме. 6 баллов на арене, столько пользы и урона одновременно мало кто приносит. 5 баллов на боссе, хоть она и массовик, но при этом наносит доп урон в цель атаки, плюс наносит урон с помощью кровотечения и бафает всю свою команду. И 6 баллов в башне и в режиме с Рейтея. Нелл однозначно самый имбовый персонаж, советую брать ее минимум на 5 звезд или спокойно прокачивать выше, если есть такая возможность, и вы точно никогда не пожалеете. Разбор подошел к концу, в моей группе ВК будет голосование за следующего персонажа на разбор, ссылку оставлю ниже. Поэтому переходите, голосуйте и встретимся на следующем разборе. До новых встреч!